Только немного осталось Артур, крикнула Мила, обгоняя его и рыгая по плюспикам библиотеки. Ее косички поправляли в такт. Артур тяжело дышал с Лоди, пытаясь разделить ее энтузиазм в 7 утра в субботу. Протирая сон из глаз, Артур смотрел на грозное гранитное задание. Хотя он так же, как и Мила, любил книги, мысли о том, чтобы провести свой выходной в пыльной старой библиотеке, не казалась ему забавной. Но страшный звонок миссис Элдридж, главном библиотекарши, разбудил его любопытство. Такая тяжелая дубовня двери, они почувствовали запах страхих страниц. Мила глубоко вздохнула и вздохнула, а Артур едва сдержал утешание. Солнечный свет, проникающий через арочные окна, раскаривал питающие в воздухе пыльники, и шаги эхом разносились по мраморному полу, когда они направились к стойке регистрации, где их уже ждала миссис Элдридж, нервная вертя своим шалом. Томные круги под глазами говорили Артуру о том, что бедная женщина провела всю ночь в бессоннице. «О, слава Богу, вы здесь!» — воскликнула миссис Элдридж. Тихим шепотом словом, боясь невидимых наблюдателей, она сообщила о странных событиях, которые произошли в библиотеке за ночь. Какие таинственные события произошли за этими стенами побитыми истории? Артур почувствовал, как в нем просыпается детектив. Он больше не был сонным. Их приключение с невидениями только начиналось. Наклонившись вперед, Артур и Мила внимательно слушали, как миссис Элдридж описывала странные события. Еще вчера библиотека была полна народу, готовясь к торжественному переокрытию. Но сегодня утром здание стояло мрачно, тихим и неподвижным. Когда я пришла до рассвета, передняя дверь была широко открыта, прошептала она. И книги, ее голос сорвала, когда она искала слова. Что случилось с книгами? Нежно спросила Мила. Глаза миссис Элдридж наполнялись слезами. Они просто исчезли бесследно. Раздел истории, классики, теперь все полки пусты. Аналитический ум Артура проснулся к жизни. Вся коллекция библиотеки не могла просто развортиться в воздухе, верно? Должно быть политическое опознание. Оставив огрошенную библиотекаршу и ее стойки, Артур и Мила начали искать подсказки во всей библиотеке. Каждый новый ряд раскрывал еще больше пустых полок, на которых должны были стоять любимые книги. Чем глубже они погружались в темные ряды,
Tiem bolje bespokojnym чувствовал себя Артур. Они, казалось, были совершенно один, но он не мог избавиться от ощущения, что на их смотрят невидимые глаза. Обгорнув угол, Мила раскрынула и схватила Артура за руку. Подняв взгляд, его глаза расширились при виде невероятной сцены. Вися в воздухе перед их шокированным взглядом парил пыльный странный фолиант. Его страницы шелестели, открываясь и закрываясь, как будто от вероятного ветра. Челюсть Артура отвесился, его логический ум не мог принять то, что глаза видели явно. Книга напрыла в воздухе, как будто ее держали невидимые руки. Это должно быть каким-то обманом зрения, пробормотал Артур, хотя и сам не верил своим пустым словам. Прежде чем он мог попробовать исчислить мистическое величие, книга бросилась обратно в тени, как будто ее схватила невидимая сила. Обменялась недоверчивыми взглядами. Артур и Мила поспешили следовать за парящим романом. Каждый поворот раскрывал все больше, казалось бы, одержимых книг, плавно скользящих в темноте, прежде чем исчезать из виду. Это был невозможный, но очаровательный танец. «Куда ты думаешь, они направляются?» — шепотом спросила Мила, охваченная благородным. Артур покачал головой совершенно означением. Прокравшись через узкую дверь, увиденную паутиной звук подверскивающих страниц и славы шепотов становился громче. Затаив дыхание, Артур и Мила вышли в большой зал. Вокруг них в тусклом свете стояли невероятно высокие полки, забитые книгами больше, чем они когда-нибудь видели. Прежде чем Артур успел осмелить гипнотическое величие, по стенам раздался летающий хохот. Мила схватила его на руку, когда из стеной попил призрачный образ, окруженный кружающимся вокруг книгами. Артур почувствовал, как ногтями впиваются в его руку, когда холодный смех призрака эхом разносится вокруг них. Проглотив свой разрушающий страх, он осторожно разжал ее железный захват. Хотя его руки тряслись, он должен был быть смыслом родным мир. Аналитическим взглядом Артур исчезал призрака, ища какое-то разумное объяснение. Но никакая поликая не могла объяснить призрачное свечение вокруг высокого худого образа с тонкими белыми волосами. За круглыми очками его впалые глаза пронзительно смотрели на них. Мила прижалась к Артуру, глаза закрыты. Он чувствовал, как ее доброта и свет укрепляют его нервы даже сейчас. Свидетельство его веселый смех мог прогнать любые тени, реальные или выдуманные. Ее воображение раскрывало тайны, в то время как его
тяжельный их раскладывал. Мой дорогой дети, вдруг заговорил призрак его, тонкий голос звучал одновременно зловеще и грустно. Вам не следовало сюда приходить. Книги, кружившиеся вокруг его головы, вращались быстрее, и страницы лихорадочно шелестели. Хотя каждая логическая клетка в уме Артура кричала бежать, он стоял недовлечно, любопытство толкало его вперед, несмотря на что то ладони его были влажными от пота. Окрепшись, дав ми одобряющие шватие руки, он смело шагнул навстречу окружающим призрака и его тайным темнотам. Дух внимательно посмотрел на Артура, возможно, ощущая смешность в этом первоначально робком мальчике. В свете взгляда призрака Артур почувствовал себя более смелым, чтобы остаться, чтобы разгладить какую-то сверхъестественную тайну, скрывающуюся в этих тенях. В доброй миле рядом ему нечего было бояться. Пронизительный взгляд призрака проникал сквозь Артура, сканируя его самую душу. За этими призрачными глазами Артур чувствовал глубокое одиночество и печаль. Этот душ должен быть имел истории для рассказа, если они осмелились бы прислушаться. Рядом с Артуром Мила Прошала подержалась на ногах. Ее глаза светились не страхом, а сочувствием. В его красных шватиках и лоскутом в платье Мила сияла ярче, чем любое призрачное сияние. Изучая боричные каменные стены, окруженные бесконечными книжными полками, Артур представлял поколения любопытных умов, потерявшихся в этих страницах, утешенных предшествующими и книголюбами. Был ли этот душ одним из них? «Пожалуйста», — обратился Артур к призраку, — «помогите нам понять, почему вы нарушили этот приют». Из призрачных губ вырвался грустный вздох. Эта библиотека была моим убежищем в жизни и стала моим неспокойным домом после смерти. Но теперь даже это малое утешение было у меня украдено. Его костлявые руки нежно ласкали парящие книги. Мила сделала шаг вперед, больше не испытывая страха. «Ваши книги вы беспомощны. Мы можем помочь вам и библиотеке снова обрести мир». Еще прощенное сострадание согревало холодный воздух. Призрак обдумал искреннее слово «ми». Затем, медленно кивнув, он пригласил их следовать глубже в тени. «Пойдемте, дети, позвольте мне показать вам, что теперь беспокоит это место».
С места смесли Артур и Попрая Мия шли бок о бок в темноту, готовя осветить любую тайну, которая их ждала. Их настоящее приключение только начиналось. Призрачное видение повело Артура и Мию по извилистой каменной лестнице в забитие катакомби под библиотекой. И шаги, зловещие эхом, отдавались в пыльных туннелях, увитых паутиной и выложенных крошащимися кирпичами. «Осторожно на спутках», предупредил Артур, ловя Милью за руку, когда она споткнулась о разбросанные кости. «Человеческие кости», — понял он с содроганием. «Это место хранит множество тайн». Наконец они прибыли в небольшую камеру, освещенную призрачным светом. На стенах были странные символы, излучившие дверную силу. В центре стоял изящный каменный колодец, чьи черные глубины казались бездонными. Призрак указал на колодец. В его глазах зрела глубокая печаль. Здесь оно прячется. Голоден зверь, пробужденный разрушениями наверху. Артур и Мила обменялись тревожными взглядами. Недавние ремонты, должно быть, потревожили это дверное зло, выпустив хаос. Логический ум Артура крушился, пытаясь понять силы, выходящие за рамки фактов и разума. Наклонившись над бездонной пропастью колодца, Мила позвала: «Пожалуйста, видите, мы хотим помочь, а не причинить вам вред». Ее добрый голос оказался в голодной темноте и что-то ответила. Зловещий рик раздался снизу, когда толстые чернильные щупальца вырвались из колодца, сметаясь в воздух ми. Артур бросился вперед, отталкивая его от их схватки, в то время как электрические заклинания зазвучали на забитом языке. Эльфская битва началась. И самая опасная тайна только что начала разгладываться.